звонари, служители церкви, и они должны меньше других опасаться небесного гнева. Но неумолимая статистика еще 200 лет назад показала, что они гибнут существенно чаще представителей других профессий. По какой же причине? Внимание! Правильный ответ. От удара молнии. Считалось то, что колокольный звон спасает от такой беды, а на самом деле молнии только и подавай высокий объект с большим количеством металла. Греческие мифы нам известны с детства, и мы отлично знаем, что у каждого бога есть своя, так сказать, сфера компетенции. Афродита — богиня любви, Арес — бог войны, Гефест — бог кузнечного дела, Гермес — бог торговли, и никуда не денешься — воровства. А чем заведует самый главный греческий бог Зевс? Тоже нетрудно вспомнить. Зевс — бог молний. Интересно, почему же так? Не нашли ничего важнее. Не они одни. Главный бог Рима, Юпитер, тоже именно бог молнии. Римляне даже объявляли каждый участок земли, в который ударяла молния, собственностью Юпитера. Так сказать, поняли намек. Абсолютной силы этот аргумент не имеет. Греческие и римские боги вообще очень похожи. А в других религиях? Главный бог славянского пантеона Перун, оказывается, тоже бог грома и молнии. И в балтских мифологиях Перкунас — старший сын главного бога Диеваса, опять-таки бог молнии, один из важнейших в тамошнем пантеоне. Это уже не говоря о скандинавском Торе, чуть ли не более известном, чем верховный бог скандинавов Один. Бог молнии — должность заведомо престижная. Это все только в устаревших языческих пантеонах. Да как сказать, в Библии слово «молния» встречается 40 раз, и у нее есть свой почитаемый покровитель — Илья Пророк. Именно огнем с неба он истребил 100 солдат неугодного ему царя. Да и в народных верованиях он ездит на огненной колеснице и поражает молнией грешников. Молния — символ небесной кары. Римский император Марк Аврелий Кар, победитель персов. Отчим поэта Юлиуша Словацкого, ученый-гигиенист Антуан Бекю. Казанский губернатор князь Сергей Голицын. Переводчик Еврипида, Аристотеля и Гомера Леонтиос Пилатос. Король Нигерии Олуволе, физик Георг Вильгельм Рихман. Что между ними общего? Всех их убило молнией, и не только их одних. Капитан-командор Петровского флота Эдвард Воган погиб на своем корабле, взорвавшемся после удара молнии. Футболисты колумбийской сборной Эрнан Гавирия и Джованни Кордова были убиты молнией прямо во время тренировки. Джеймса Отиса, сформулировавшего принцип «нет налогов без представительства», молния настигла на пороге собственного дома. Молния убивает не только поодиночке. В 1769 году после удара молнии в пороховой погреб 6-я часть города Брешия была разрушена, более 3000 человек погибли. В 1807 году пороховой завод в Люксембурге после удара молнии взлетел на воздух с 300 рабочих. А недавно в Конго во время футбола молния убила 11 игроков, целую команду. От молнии гибнут не только люди. Горят леса, животные погибают целыми стадами. В 2017 году в Норвегии одна молния прикончила 323 диких оленя. Через год в Киргизии от одной молнии погибло 44 овцы и 12 коз. Мокрая земля стала хорошим проводником. А в одном районе Казахстана только за июль 2017 года молния убила 1406 овец и даже одного чебана. Люди издавна пытались отвести эту угрозу. Иногда странными средствами, вроде знахарей из Африки, которые варили микстуру от молнии. Кто ей мазался и оставался цел, благодарил знахарей, а тот, кому не помогало, обычно уже не мог пожаловаться. Также работал и лавровый венок, который император Тиберий надевал на голову именно с этой целью. Вряд ли помогала и защита, примененная в одном из храмов Шивы в Непале, масса рисунков, назвать которые просто фривольными было бы слишком мягко. По-нашему, это жесткое порно. Кто-то считал, что богиня молнии — девственница, и при виде стольких непристойных изображений смущается и со стыдом бежит. Может быть, это и правда, храм-то цел и сейчас.
А вот сажали для этого у дома виноград, возможно, и не зря. Некоторые тропические лианы, оплетающие деревья, действительно принимали на себя молнию и сгорали, а дерево оставалось целым. Возможно, что не совсем напрасно воины Карла Великого во время грозы втыкали в землю копья, а крестоносцы — длинные шесты, ведь молния бьет в высокие предметы. Египетский храм Мединет-Абу еще при Рамзесе III защитили золотым стержнем на длинном шесте, установленном рядом с храмом. Вполне могло помочь. А Иосиф Флавий упоминает о медных водосточных трубах храма Соломона, выполняющих ту же функцию. Поразительно похоже на некоторые современные методы защиты от грозы. Кое-кто явно догадывался. А вот перейти от догадок к инженерным решениям смог только в середине XVIII века очень интересный человек, о котором сразу и не скажешь, в какой области проявились его научные интересы. Больно уж много этих областей. Таких людей, специалистов в нескольких несхожих отраслях творчества, называют полиматами. Яркий пример — Леонардо да Винчи. Бенджамин Франклин был 15-м ребенком в семье мыловара, с очень скромным достатком, смог окончить только 2 класса школы, но сам получил больше знаний, чем множество первых учеников с красивыми дипломами. Овладев профессией печатника, он уже в 21 год открыл собственную типографию. Сначала печатал книги, потом сам стал их писать. Во время англо-французской войны за Канаду он, как добрый британский подданный, не считаясь с личными потерями, организовывал оборону против французской армии. Но когда правительство Георга III стало разорять колонии непосильными налогами, он был одним из лидеров сопротивления и очень много сделал для того, чтобы США обрели независимость. Будучи послом во Франции, Франклин добился того, чтобы она выступила на стороне мятежных колоний. Но помимо политики он многого достиг в науке. Именно он придумал такие непохожие, но полезные вещи, как бифокальные очки и кресло-качалку. Именно он обнаружил могучее течение, влияющее на скорость океанских кораблей, и дал ему название «Гольфстрим». Он предложил идею электродвигателя, впервые взорвал порох электрической искрой, предвосхитил идею летнего времени. Он придумал экономичную печь Франклина и специально не взял на нее патента, чтобы все могли пользоваться его идеей бесплатно. Он предложил обозначать электрические заряды знаками «плюс» и «минус». Но это еще далеко не все. Самый главный его успех был достигнут при изучении малопонятного в те времена явления — электричества. Исследуя атмосферное электричество, он сделал смелый вывод о том, что искры от трения янтаря, а кошачью шкурку и молния — одно и то же явление, только разной силы. Чтобы понять явление лучше, он стал запускать в грозовые облака воздушного змея. В наше время Айзек Азимов честно удивляется, как Франклин вообще после таких экспериментов остался в живых. Могло бы и шибануть. Но все закончилось неплохо, и ученый убедился в том, что атмосферное электричество можно как-то направлять. Другие его опыты показали, что заостренный стержень более притягателен для электрического заряда. Франклин опубликовал свои результаты, и его переводчик на французский язык Томас Франсуа Далибар частично реализовал его идею, поставив заостренный железный стержень на 13-метровую высоту на деревянных опорах. В грозу стержень отчетливо искрил. Это не был громоотвод. Ток по дереву в землю не шел, но Людовик XV и так даровал Далибару пенсию. Сразу после этого, осенью 1752 года, Франклин установил 3-метровый железный стержень на крышу своего дома. Он заземлил его металлической проволокой на колодец, так что это уже был настоящий громоотвод. Вскоре в дом Франклина угодила молния, но не причинила никакого вреда. После этого подобные устройства появились на многих домах Филадельфии. Через 10 лет громоотводы возникли в Англии, через 15 — в Германии. Они настолько вошли в моду, что дамы стали устанавливать громоотводы на своих шляпках, а кавалеры — носить зонты-громоотводы с длинной спицей на конце. Без хорошего заземления от них был один вред, но это другой вопрос.
Казалось, что новое изобретение захватит мир. Но, несмотря на то, что изобретение явно работало, многие начали резко возражать против его применения, причем по идеологическим мотивам. Кто посылает в грешников молнии? Сами понимаете, кто. Так кого же вы, богохульники, пытаетесь обезоружить? Чересчур благочестивые господа порой даже ломали громоотводы на соседских домах. В Италии католическая церковь сразу выступила против обезоруживания Ильи Пророка, но после ужасного взрыва порохового погреба в Брешии критики поутихли. Позже ироничный Эдисон настоятельно рекомендовал ставить громоотводы на церкви, поясняя, что он человек верующий, но Господь может оказаться невнимателен. В родном городе Франклина, Филадельфии, в то время столицы штатов, громоотводы были уже установлены на всех крупных зданиях, кроме одного единственного французского посольства. Священники резко возражали до 27 марта 1782 года, когда молния ударила в незащищенное здание и убила офицера. Может, божество им намекнуло не валять дурака? Вершиной кампании борьбы с громоотводами стало судебное дело против некого Висери де Буавале из французского города Сент-Омер. Соседи потребовали снять установленный им громоотвод, обвиняя его в том, что он вызывает ужасные болезни и даже выкидыши. Почему? В суде первой инстанции соседи победили, громоотвод повелели снять. Но сторонник прогресса продолжил борьбу. Он нанял адвоката, сумевшего убедительно доказать, что никакого реального вреда от громоотводов никто не видел. Несмотря на возражения эксперта обвинения, известного натуралиста, громоотвод разрешили оставить. Кстати, фамилия адвоката была Робеспьер, а эксперта — Марат. Вот и занимались бы делом. В итоге громоотводы, точнее молниеотводы, от грома никакого вреда, кроме шума, одержали победу, и сейчас их ставят на все дома. Все поверили в то, что громоотводы волю Верховного Божества не ограничивают. Есть средства и помощнее, к сожалению. Такое было, есть и, похоже, будет. В романе Харпер Ли «Убить пересмешника» упоминается то, что на кладбище было легко отличить могилы особенных грешников. На них были установлены громоотводы. Вдруг их решат покарать и там. Жуликоватый политик Джордж Форкер построил на сомнительные заработки дом и оборудовал его громоотводом. Его оппонент предположил, что Форкер знал, что делает, защищая дом от молнии с небес. Звали его Авраам Линкольн. Ракета «Аполлон-12», заземленная струей ионизированных выхлопных газов, превратилась в огромный громоотвод. В нее ударили две молнии и отключили ряд электрических систем. К счастью, их смогли быстро перезапустить. Смотритель заповедника Рой Салливан попал в книгу рекордов Гиннесса как человек-громоотвод. Молния ударила его 7 раз. Один удар сорвал с него обувь, другой сжег брови, третий ушиб руку, четвертый поджег волосы, но он остался жив и более-менее невредим. В конголезскую деревню Кифука ударяет в среднем 158 молний на квадратный километр в год. А общее число молний в год на нашей планете примерно 1 миллиард 400 миллионов. Так что очень здорово, что громоотвод все-таки придуман и работает. Если вам понравился наш рассказ, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые захватывающие истории. Пишите свое мнение в комментариях и обязательно нажмите на колокольчик, чтобы первыми узнавать о выходе наших видео. Спасибо за просмотр и до встречи в новых выпусках.